Здорово, парни и девушки, с вами Dark Fate, мы продолжаем изучать GUI и поговорим сегодня о таком типе сохранения, как дата. Она располагается в GRIS-моде, и здесь есть папка Data, в которой находятся разные файлы, которые мы будем создавать. Здесь могут быть и другие папки, также и файлы, которые находятся в них. Само сохранение даты, оно может быть как и клиентским, так и серверным. То есть мы можем либо на сервере через определенные библиотеки, через определенную библиотеку дата сохранять данные. То же самое можем делать на клиенте, то есть делать разные там клиентские сохранения. Давайте сделаем, перейдем в GRIS-мод, addons, сделаем новую папку, назовем ее test-data. После этого, как мы всегда делаем, сделаем здесь flow, затем папку авторан. И в этой папке авторана мы будем делать клиентский скрипт, поэтому напишем сразу клиент, и после этого по стандарту cl testdata.lua. Окей, и запускаем наш скрипт. Пока он запускается, скажу вам, что приходите в мою ТГ-группу, там много есть полезных вещей, а также вечный фидбэк со мной. Хорошо, пишем здесь clear, потом Ctrl-S и запускаем сервак. Я за сегодня очень сильно заколебался, поэтому решил делать ночью видео, потому что свободного времени мне просто не хватает. Поэтому я сейчас немного такой подуставший. Хорошо, сервер запустился. Мы теперь можем быстро зайти в главное меню, сетевая настройка, локальная сеть, обновить список. Вот здесь появляется наш режим Sandbox. Переходим на сервак. Пока переходим, какой у нас план действий. Очень все элементарно. То есть мы сначала хотим сделать скрипт, который будет иметь менюшку. То есть мы по команде запускаем менюшку, она имеет определенный цвет этой менюшки. Потом мы цвет этой меню будем менять. И после этого сам цвет сохранять в файле data. И потом после перезахода мы этот цвет будем из даты брать и его опять создать на менюшку, чтобы у нас было все удобно. Такая концепция у нас и будет. Хорошо, мы переходим в GRIS-мод. Все у нас запущено, теперь переходим в VS Code. Перед тем я хочу вам сказать, что давайте мы сначала оформим очень просто, что у нас есть command.add, и когда мы запускаем эту команду, которая будет называться test-меню, то мы запускаем функцию, которая содержит в себе блок кода с созданием меню. Давайте меню тест равно используем GUI элемент такой как, давайте dPanel для эксперимента. После этого мы эту меню тест будем ей размер делать для теста 500 на 500. Потом располагать по центру меню тест-центр. И затем, чтобы она у нас была тактильной, то есть ощущалась, мы, давайте сделаем все-таки deframe, и чтобы она была у нас тактильной, ощущалась, будем делать make pop. Все хорошо. Это мы оформили. Также давайте, ребят, такую сделаем вещь, как глобальная переменная, которая у нас будет равняться какому-то цвету стандартному. Давайте для начала сделаем такую вещь, что напишем, давайте напишем local просто paint color, который у нас будет равняться, например, color 45. Это стандартный цвет, который у нас будет находиться на нашей менюшке. Теперь что мы сделаем? Мы возьмем меню тест, изменим стандартную функцию отрисовки на свою кастомную. Затем воспользуемся библиотекой draw, отрисуем просто коробку, будет закругление 8, и потом с нулевых координат до полностью размера самой панельки. И будем использовать здесь важный момент, какой мы будем сейчас использовать цвет. Мы будем использовать цвет, который у нас находится в этой переменной, то есть он откэширован. Поэтому пишем здесь paint color. Хорошо, теперь если мы сохраним, зайдем в GRIS-мод, то по итогу напишем тест-меню, у нас запустится менюшка, которая имеет такой серый цвет. Хорошо, теперь, если мы добавим новую такую штуку, что мы в нашей менюшке будем по центру иметь панельку, иметь кнопку. Если мы на нее нажимаем, у нас рандомный цвет какой-то выбирается, и затем он сеттается на этой панельке, и потом мы должны его уже будем сохранять. Как мы это сделаем? Смотрите. Делаем новую кнопку, button random color назовем, который будет иметь создание GUI элемента dButton, который будет прикрепляться к меню тест. Затем мы эту button random color будем, давайте, центрировать, то есть сразу по центру делать. После этого, сначала размер указать.
set size, например, у нас будет 100 на 100, так? А потом уже центрировать, потому что пока что, если мы будем первым действием делать центрирование, а потом уже изменять размер, то по итогу, что у нас, например, у нас панелька, то есть кнопка имеет размер 50 на 50. Мы относительно этого размера центрируем по центру, а потом делаем ей размер 100. По итогу она будет выпирать. Я могу сейчас объяснить. Такой маленький нюанс, который вам пригодится в будущем. У нас есть какая-то панелька. По итогу у нас есть кнопка, которая имеет такого размера. Например, 50 на 50. Мы эту кнопку через метод центр центрируем по центру, и потом мы уже вторым действием делаем ей и размер якобы. То есть, например, увеличиваем там, с 50 до 100. В итоге у нас будет вот так панелька выглядеть. То есть центр, как видите, не в центре собой менюшки. Поэтому сначала нужно сделать размер, увеличить, а после этого уже отцентрировать. Это, понятное дело, по логике. Хорошо, мы это сделали. Теперь давайте сделаем еще текст. Color set text. Рандомный цвет для меню. Все, мы это сделали. Теперь, если мы перейдем в Garry's Mod, напишем тест меню, то по итогу у нас появляется кнопка. Давайте сделаем сейчас все-таки больше размер, а то не хватает для отображения нашего текста. Вот, перейдем, нажимаем тест меню, вечно забываю команду. Вот, по итогу у нас есть такая вот приятная кнопка. Хорошо, перейдем сейчас теперь наш VS Code. И для нашей кнопки сделаем теперь кастомную функцию для клика. То есть при нажатии у нас выполняется определенный блок кода. Смотрите, чтобы использовать библиотеку файл, мы должны ознакомиться с разными функциями этой библиотеки. У нас есть StigMod-wiki, на который мы сейчас заходим, тут разные вещи смотрим. По итогу, что я вам советую? Я советую смотреть file.delete, что он из себя представляет. То есть он удаляет файл, который у нас находится в папке data, то есть вот здесь. После этого у нас имеется функция exist. Она проверяет, существует ли файл. То есть, например, мы можем проверить, существует ли какая-то папка или существует файл в этой папке data. Если его нет, то, понятное дело, будет просто false, и мы эту проверку сможем обработать. Если true, понятное дело, файл есть, и мы тоже по проверке это можем пройтись и все это оформить. Вот, то есть, например, если там мы создаем файл, который является информацией об игроке, то есть там разные бабки, после этого разные очки, то мы что делаем? Мы при первом заходе игрока смотрим, есть ли файла с, например, Steam ID игрока нету в этой дате, то по итогу мы создаем новый файл, и его будем уже изменять. Если файл есть, то мы просто берем данные из этого файла, их уже используем и с этим игроку. Простой пример, почему нам требуется использовать file.exist. Это важная штука. File.find тоже пригождается, когда мы, например, несколько файлов сразу же открыть, то есть, например, посмотреть, сколько файлов находится в какой-то папке, и после этого их уже обрабатывать. Потом file.open применяется редко, поэтому я его не использую вообще. Ну и file.write, то есть когда мы записываем файл. То есть у нас есть какие-то данные, обычно они находятся в виде стринга, но мы их как раз записываем в файл, и потом уже через file.open, который я уже функцию рассказывал, вот эту, мы эти данные открываем и уже смотрим. Хорошо. Давайте поговорим по поводу метода file.write. Что он из себя представляет? Во-первых, все данные, которые мы записываем в файл, они являются просто текстом, то есть это стринг. Но при этом мы можем делать разные махинации. То есть мы можем взять таблицу, которая содержит разные параметры, данные. Мы ее превратим в JSON. JSON — это такой формат JavaScript, который позволяет нам любые данные превратить в таблицу, которая будет, в виде стринга. А после этого эту стринг-таблицу, то есть обычный текст, превратить опять в таблицу и затем уже ее использовать. Я сейчас вам маленький экскурс перед тем, как мы начали, рассказал. Теперь давайте все-таки, это все реализуем. Хорошо, смотрите, что мы сделаем. Когда мы нажимаем на кнопку, мы сделаем такую вещь, что мы оформим такую вещь. Хорошо, когда мы нажимаем на кнопку, то, во-первых, мы должны сделать рандомный цвет. Для этого мы пишем local new color, то есть новую переменную, которая будет равняться color, и при этом каждый атрибут, каждый аргумент этого color, то есть RGB, мы будем через специальную библиотеку math random, рандомно делать. То есть мы пишем math.random от 0 до 255, это максимальное число, то есть белого цвета, так. Потом math.random от 0 до 255. И повторно уже третий аргумент math.random от 0 до 255. То же самое. Все, теперь у нас будет каждый раз при нажатии новый рандомный цвет. Мы можем сейчас отпринтить, то есть нажать print new color.
сохранить, зайти в GridSmod, и по итогу, если мы вот каждый раз, так, как там, какая менюшка, я уже забыл, тест-меню, нажимаем на кнопку, по итогу у нас появится рандомный цвет. Готово. Нажимаем еще раз несколько раз, и у нас то же самое происходит, то есть рандомные цвета. Теперь нам что требуется делать? Мы теперь этот цвет должны применить на нашу менюшку. Каким образом мы это сделаем? Давайте мы возьмем нашу переменную paint_color, мы ей присвоим new color. То есть сделаем такую простую операцию. То есть мы заменяем нашу переменную, которая является уже откэшированной, имеет текст, ой, не имеет текста, а имеет цвет. Мы сразу ей новое делаем значение, и по итогу это значение сразу отсюда здесь берется и используется. Перейдем в GridSmod, откроем нашу менюшку, тест-меню, нажимаем на кнопку, и по итогу у нас цвет меняется. Очевидно, потому что каждый раз при нажатии у нас переменная имеет новое значение, это новое значение берется для отрисовки нашей панельки. То есть все элементарно и просто. Хорошо, это мы сделали. Теперь давайте вот так. При каждом нажатии нам требуется как-то еще сохранить этот цвет, потому что он просто так, он из головы не возьмется. Что мы сделаем? Мы возьмем, и после того, как мы нажимаем на кнопку, у нас цвет применяется к самой панельке, мы этот цвет еще будем записывать. Каким образом? Мы пишем file.write, потом мы теперь указываем, какой файл у нас будет, как он вообще будет называться. Обычно мы для сохранения данных в папке data используем либо txt, либо JSON. Я вам советую использовать JSON, потому что этот формат, когда мы будем кликать просто по самому файлу, он легче открывается в VS Code, и сразу там будет подсветка всех разных вещей в синтаксисе. Потому что если просто txt, ну, ты откроешь обычный блокнот, ничего более. Поэтому рекомендую именно так. Хорошо, file.write. После этого давайте назовем так color меню, то есть мы будем здесь в этом файле сохранять цвет меню. Потом .json, и через запятую мы указываем уже второй аргумент. Этим аргументом как раз таки и будет наш цвет, который мы сохраняем. Смотрите, мы сейчас будем сохранять цвет, который, ну, мы сейчас должны сохранить просто текст какой-то, так? Потому что в любом файле просто содержится текст. Но при этом мы сам цвет, но сам цвет у нас представляет в виде таблицы. То есть мы, да, сейчас заходим, например, в консоль, и мы видим, что цвет у нас это на самом деле таблица, которая имеет сразу 4 аргумента, то есть 4 элемента. То есть это R, G, B и цвет альфа, то есть прозрачности. Поэтому, по сути, вот даже можем сейчас для примера такую сделать штуку, что мы сейчас будем не просто писать print, будем сейчас писать printable, paint_color. Ctrl-S нажимаем, по итогу, если мы сейчас все махинации провернем, то у нас будет вот целая таблица, видите, вот альфа, blue, green, red. Поэтому перед тем, как нам записать данный файл, который только принимает наши значения текстовые, нам требуется наш цвет, то есть наш color, изменить и преобразовать в просто обычный просто обычный string. Что для этого можно делать? Для этого есть специальная библиотека, называется util, которая содержит в себе разные методы. Они очень сильно полезны. То есть мы сейчас можем посмотреть util. Есть разные вещи. Мы на прошлых гайдах, когда разбирали net-запросы, то использовали здесь util, то есть add network string, который позволяет нам просто закэшировать наш net-запрос. В данном случае мы теперь будем использовать такую функцию, как util table to JSON. То есть мы берем нашу таблицу, в данном случае таблица является наш цвет, преобразуем в JSON, то есть просто в текст, который якобы является таблицей, очень сильно краткой. JSON применяется как раз таки на фронте, на бэке, когда мы передаем данные разные. Но мы сейчас это все увидим. Хорошо, мы берем. Давайте сейчас сделаем такую штуку, что мы, во-первых, сделаем первый принт. Первый принт у нас будет просто отображать наш цвет в виде таблицы. Второй принт будет уже отображать наш цвет, но при этом уже после образования в JSON. То есть мы сейчас возьмем util table to JSON. Внутри мы как раз таки впишем аргумент paint_color и попробуем сейчас вывести. Это мы закомментируем, потому что будет ошибка. Ctrl-S, зайдем в GridSmod, по итогу мы пишем тест-меню, нажимаем, и что мы видим? Смотрите, в первый раз нам выводится просто текст, который имеет, ну, понятное дело, представление в виде таблицы. То есть первое значение, второе, третье, четвертое. Во второй раз наша таблица, она преобразовалась как раз таки в JSON формат. То есть у нас есть такие скобочки, у нас есть ключ какое-то значение, и по итогу все это так работает. Это формат JSON. И в чем прикол? Этот формат JSON, он является не таблицей в плане кода, он является просто текстом, который имеет вот такой формат. И теперь, раз мы преобразовали нашу таблицу в, по сути, текст, который вот так выглядит как таблица, то есть называется JSON,
Мы теперь этот текст можем просто записать в файл сам наш. Пишем file.write colormenu.json. И теперь вторым аргументом мы указываем как раз таки наш JSON, нашу JSON таблицу. Поэтому мы здесь сейчас отсюда это возьмем, это мы уберем. И сюда вторым аргументом мы это как раз таки поставим. Все готово. Теперь давайте, что мы сделаем. Наш скрипт, он является клиентским. То есть, когда мы сейчас используем библиотеку файл, то мы сохранение делаем не на нашем сервере, а на клиенте. То есть, если мы сейчас перейдем в... Давайте вот такую штуку делаем. Зайдем в игру, напишем тест-меню, кликнем на кнопочку, все меняется, все якобы должно сохраняться. Но при этом, если мы сейчас зайдем в нашу папку с сервером, grismod, дата, то у нас здесь пусто. Почему? Потому что в зависимости от того, где мы используем библиотеку файл, там и все и сохраняется. Если мы на сервере, то сделали бы сервер скрипт, и мы бы там использовали функцию file.write, то у нас по итогу здесь бы все появилось, так? Но мы делали на клиенте, поэтому только на клиенте, то есть у игрока в дате это все сохранилось. Мы сейчас перейдем в Steam, правым мыши по grismod, свойства, установленные файлы, обзор. По итогу здесь вот наша сама игра. Нажимаем на папочку grismod, дата, и как вы видите, у нас здесь появилась как раз таки наш файл появился, colormenu.json. Мы его сейчас можем открыть, и по итогу вот те самые данные, которые мы сохранили после клика. Все, теперь готово. То есть теперь у каждого игрока, он, например, кликает, у каждого игрока по-своему сохраняется текст, цвет. И потом мы этот цвет теперь будем из этого файла брать и при каждом заходе сразу сетать нашу эту переменную paint_color. Хорошо, это мы сделали. Давайте теперь напишем новый хук, который будет все это улавливать. Что мы делаем? Смотрите, мы пишем hook.add, то есть сделаем новые события улавливаем, который будет называться unit post entity. Что это такое за функция? Проще говоря, эта функция вызывает, этот хук вызывается только тогда, когда наш игрок загружается на сервер, то есть создается уже entity. Все это после этого происходит. Поэтому, как раз, когда наш игрок зашел, мы запускаем функцию, которая будет проверять на его файлы. То есть, если у нас имеется в папке дата у игрока файл colormenu, то по итогу мы берем с него значение и сетаем как раз переменную paint_color, чтобы наша менюшка сразу при открытии имела тот цвет, который мы сохраняли. Если у нас нету такого файла в дате, то, очевидно, игрок никогда в жизни уже еще не сохранял этот файл, не сохранял этот цвет. Поэтому будет пусто. То есть нам нужно будет сделать две вещи. Первое, нам нужно будет в этом хуке сделать проверку, которая говорит через file.exist, что если файл есть, то у нас все заебись, мы берем данные из этого файла и по итогу их сетаем. Если нету, то, очевидно, ничего не происходит. Вот, хорошо, потому что у игрока нет сохранения этого цвета. Хорошо, unit post entity. Давайте названиваем этот хук, например, тест-меню, без разницы вообще. И после этого функцию уже заполним. Так, что мы делаем? При заходе на сервер, по сути, со стороны игрока, если у нас file.exist, то есть если у нас существует файл, который называется, называется colormenu.json, тогда в этом случае, то есть, например, если у нас эта штука, проверка будет давать true, не false, то мы как раз берем данные из этого файла. Так, local data, то есть данные, которые мы берем из файла, равно file. Подзабыл, я уже старею, уже не тот, слабенький я становлюсь. Ну ладно, это не важно. Хорошо. File.read, то есть мы читаем этот файл. И после этого мы какой файл читаем? Мы читаем файл colormenu.json. После этого мы вторым аргументом здесь обязательно мы указываем саму категорию, то есть тип, с которого мы берем. В данном случае, смотрите, мы берем сейчас этот файл из даты, так? То есть поэтому и пишем здесь дата. Это, надеюсь, все ясно. То есть мы сейчас можем, наверное, кликнуть, у нас откроется менюшка, сайт. У нас есть несколько вариантов, откуда мы можем брать разные файлы. Мы можем из самой корни игры, из луа файлов, из даты, но это вам не важно. Пока что для обычного познавания я вам скажу так, что в данном случае, когда мы просто используем file.read, то нам обязательно вторым аргументом указывать дату, то есть указывать, что мы находимся в этой папке дата. Так, хорошо, мы это указали. После этого мы, по сути, прочитали файл, получили все данные с него. То есть мы сейчас здесь пишем print data, то по итогу мы
Перезвоним на сервер сейчас. Если мы сейчас напишем print, то по итогу что происходит? У нас есть файл, который называется colormenu.json. Сейчас проверка это сработает. Мы сейчас получим данные из этого файла и сразу их выведем в консоль. Поэтому при заходе, если мы нажмем консоль, файл exists, то вот у нас косяк. Почему косяк? Потому что та же самая фигня, как и здесь файл read. Это про это забыл. Мы когда пишем файл exist, нам нужно тоже указывать, то файл, который проверяется, находится в какой области. Он находится в области, связанной с датой, то есть в папке дата. Мы это сейчас сохраним и опять перезапустим. Это я забыл. Про это я сейчас забыл. Давно с этим не работал. Я обычно работаю через MySQL. Вот, но это не проблема. В принципе, так интереснее даже. Самое главное, что вам требуется знать, что когда мы работаем с функцией file.write, нам не требуется ничего указывать. Это сразу понятно, что если у нас используется file.write, то мы работаем с папкой data. В остальных случаях, то есть это файл exists, это файл read, тут нужно указывать, какой именно папкой мы работаем. В данном случае мы работаем с папкой data, поэтому здесь указываем это все. Хорошо, зайдем в консоль, и по итогу, как видите, все работает. У нас в файле, который мы сейчас можем открыть, то есть на клиенте, так? Именно в самой игре клиента, сейчас где-то находится. Вот. Дата, вот, видите, у меня здесь на моем компьютере именно есть colormenu.json. По итогу я открываю, у меня есть такие данные. Когда я зашел на сервер, эти данные считались, они вывелись на консоль. Но что теперь делать? Как их теперь сетнуть опять в нашу переменную? Это очень сильно просто. Смотрите, мы сейчас, как вы видите по консоли, имеем данные, которые находятся в формате JSON, то есть то, что мы преобразовывали. То есть в начале, когда мы сохраняли только сохраняли цвет в начале, мы его преобразовали с нашей таблицы в наш JSON. Теперь нам требуется сделать только наоборот все. То есть мы из JSON берем данные и их форматируем в формат таблицы обычной, который для Garry's используется. Поэтому что мы делаем? Мы теперь новую переменную делаем, например, local data, from JSON, хорошо? Нет, data table назовем так, равно util, опять используем библиотеку, и теперь JSON to table. То есть если в первом случае мы из таблицы делали JSON, видите, table to JSON, то в данном случае мы из JSON делаем таблицу. Готово. Так, указываем наш JSON. В данном случае он хранится здесь, потому что мы его прочитали из этого файла. То есть мы здесь JSON to table data. Ну и, в принципе, все. То есть готово. Теперь, в данном случае data table мы здесь получили именно таблицу нашего цвета. И мы ее теперь уже можем сетнуть в наши переменные. То есть это, по сути, вот здесь мы имеем какой-то цвет рандом. То же самое, что 255 там, это. То есть примерно мы такие данные здесь имеем. И эти данные, то есть обычный цвет, мы теперь можем сетнуть наши переменные, то есть paint color. Хорошо, пишем paint color равно data table. Сохраним, и по итогу у нас уже готовый скрипт имеется. Перейдем к Garry's. Делаем все очень просто. Зайдем в нашу менюшку. Тест меню. По итогу что мы делаем? Давайте покликаем несколько раз. То есть рандомный цвет. Все, мы это сделали. Запомнили, что у нас цвет пока что находится, в формате такого желтого, не знаю, банановый цвет. Что мы теперь делаем? Мы теперь перезаходим. Так, то есть мы, когда нажимали на кнопку, у нас сразу происходил сет на нашей панельке цвета, а также мы этот цвет сразу сохраняли в файл. По итогу мы сейчас перезаходим, используя hook unit post entity, мы улавливаем события, когда мы нашли на сервер, как игроки. У нас сразу посмотрелись, если у нас есть файл с сохранением цвета, то мы его сразу используем, из него берем дату, и этот цвет мы сетаем на нашу менюшку. Если у нас такого нету, то по итогу у нас ничего не происходит. Потому что представьте ситуацию, если мы здесь эту проверку не сделали, то по итогу мы игрок, который ни разу не сохраняли цвет, у нас сразу просится цвет из этого файла, а его просто не существует. По итогу ошибка, а ошибка это всегда плохо, потому что я знаю серваки, ты заходишь, там сразу 300-400 еророк вот здесь пишется, это же пиздец, это пиздец. Вот, хорошо, по итогу что мы делаем? Тест меню, нажимаем менюшку, и как видите, у нас все сохранилось. Единственный только нюанс, который у вас может возникнуть. Смотрите, когда мы сейчас опять зайдем в этот файл, нажмем Ctrl-S, по итогу у нас весь скрипт он будет заново запускаться. То есть он будет с первой строчки до 33 запускаться. И как видите, на первой строчке у нас Paint Color, он является по стандарту 45-45-45. Если мы сейчас нажмем Ctrl-S, то по итогу у нас цвет, он опять заменится на этот стандартный. И мы сейчас увидим,
тест-меню, такое сервер-меню. То есть у нас, по сути, как происходит? Когда мы заходим на сервер, у нас подкачивается этот файл, у нас стандартный цвет становится таким, потом запускается блок, связанный с созданием команды, и потом уже создается хук. После этого, когда этот код полностью выполнился, у нас запускается уже, улавливается событие. Когда мы зашли на сервер, то у нас выполняется эта штука, и мы цвет, который здесь имеется, мы его уже заменяем. Вот и все. То есть, очевидно, у нас все так поэтапно происходит, на самом последнем действии у нас только заменяется цвет, который здесь. И если мы сейчас опять нажмем Ctrl+S, то по итогу у нас цвет опять поставится здесь стандартный. И чтобы его изменить, нам придется либо заходить в менюшку и его сетать здесь, то есть напрямую так, либо ждать перезахода, и у нас опять все сетнется. Это ясно. Потому что у нас здесь ясен хер, просто переменная, которая локальная. Это такой нюанс, потому что я знаю, мало ли у вас будет вопрос по этой теме. Вы случайно нажмете Ctrl+S, у вас будет ничего работать. Это плохо. Хорошо. Вот такая простая штука, что мы сейчас изучили библиотеку дата, благодаря которой мы сможем... библиотека дата. Мы изучили новый тип сохранения данных, который является файлом. Обычно сейчас многие режимы, даже простые, тот же deadrun, после этого float, они используют как раз таки тип, связанный с сохранением в виде файла. То есть, как я уже в начале говорил этого видео, то есть люди, которые дают какую-то концепцию. Когда человек заходит, то создается файл, который имеет Steam ID человека, и в нем сохранится вся информация. То есть его статистика, его разные вещи, и после этого, когда человек выходит, то все вещи, которые на сервере, они сохраняются в этом файле. Когда он заходит, если этот файл существует, они просто берутся из него и опять соответственно. Так происходит эта вся база данных, которая сохраняется. На этом все. Рассказал вам про концепцию файла. Я вас уверяю, что то, что мы сейчас прошли, то есть работали с файлом, с библиотекой файла, которая на клиенте, то же самое и на сервере. То есть без разницы. Если мы работаем и пишем скрипт, где используем библиотеку файл на клиенте, у нас просто все сохраняется, ясен фиг, в папке игрока, то есть в самой игре вашей, когда вы заходите через Steam. Если вы пишете, используете файл .write, например, на сервере, то у вас все сохраняется на сервере, очевидно. Поэтому вы переходите в Garry's Mod, да, и здесь у вас все будет. Все, с вами был Dark Fate, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в ТГ-группы, там очень много разных полезных вещей. В будущем будет еще больше, даже раздачи разных игр и другие плюшки. Всем спасибо, всем пока.